От пациентки. По результатам МРТ назначена биопсия с выскабливанием цервикального канала. Остальные анализы хорошие: кольпоскопия, ВПЧ, цитология. Прошу дать повторное описание обследования МРТ по снимкам. Заключение врача прилагаю. С уважением, Т. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 44 лет, дата исследования 28 ноября 2023 года. Область исследования – органы малого таза. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечные ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравезикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение АФ, форма обычная, размером 57 на 48 на 57 мм. Контуры четкие, неровные. Миометрий диффузно неоднородный. По правому ребру матки интрамурально-субсерозный миоматозный узел размером 25 на 30 на 30 мм. При введении контраста активно накапливает его. Толщина переходного миометрия неравномерно утолщен до 12 мм. Полость матки хорошо визуализируется, не расширена до 5 мм, седловидной формы. Шейка матки 46 на 31 на 28 мм, цервикальный канал сомкнут. Визуализируются единичные наботовые кисты диаметром до 11 мм. В одной из кист диаметром 8 мм геморрагическое содержимое. По левому ребру шейки матки определяется неоднородное образование размером 29 на 19 на 17 мм, с характерным спекулоборазным контуром. По левой половине проксимальной трети влагалища, преимущественно по передней стенке, определяется утолщение их до 8 мм на протяжении 17 мм. Яичники правильно расположены. МР-архитектоника сохранена. Правый яичник размером 33 на 18 на 25 мм. Фолликулы до 13 мм. Левый яичник размером 27 на 19 на 25 мм. Фолликулы до 13 мм. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу выявлена за маткой в незначительном количестве. На уровне S2, S3 периневральные кисты диаметром 17,7 мм. Заключение. МР-картина образования шейки матки, с МР-признаками вовлечения в процесс проксимальной трети влагалища. МР-признаки миомы матки, эндометриоза матки, периневральных кист на уровне S2,3. Рекомендована консультация онколога. 25 февраля 2024 года. Доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. По левому ребру шейки матки и в верхней трети влагалища слева есть неправильное увеличение объема. Как правило, такие вещи являются следствием онкопатологии или длительно текущего хронического воспалительного процесса. Вам имеет смысл дождаться результатов биопсии, а так уже ситуация прояснится. Без биопсии все исследования – это только догадки.